Всем добрый день, меня зовут Валерия. Сегодняшнее видео по вашей просьбе. Сегодня я еще раз расскажу, как я закрашиваю седину и чем я пользуюсь. На моем YouTube-канале есть масса видео, но, очевидно, где-то они теряются. Так вот, уже более чем 8 лет я использую для окрашивания своих волос только лишь хну, басму, кофе, ну и сейчас в последнее время индиго. То есть я не пользуюсь никакими готовыми красками. Точно так же я не могу подобрать для себя какую-то натуральную краску, потому что я столкнулась с тем, что там есть колоранты, а все у меня вызывает аллергическую реакцию. И смесь для окрашивания волос я готовлю сама. То есть, смотрите, небольшая прелюдия. Да? У меня, кстати, на моем YouTube-канале есть видео, когда я еще тестировала краски, у меня были жуткие аллергические реакции, я вам буквально видео показывала. Итак, столкнулась я с тем, что начиная с 28 лет, поскольку была выражена седина, я стала краситься готовыми красками, и спустя какое-то время у меня была накопительная аллергическая реакция, которая вылилась в отек квинки. Последнее мое попадание в больницу, мне уже там сказали, следующее окрашивание, это просто будет летальный исход с отеком головного мозга. С тех пор я крашу только хной, басмой и вот этим вот рецептом, которым я пользуюсь, в общем-то, ингредиентами. Я перепробовала все краски, которые были на рынке на тот момент, профессиональные и непрофессиональные. В том числе я перепробовала те краски, которые зовутся натуральные, да, в которых присутствуют какие-то травы, но при этом есть слово колорант, непонятно, что это, и именно, очевидно, этот колорант, какая-то химия, которая применяется для стойкости, да, для фиксации, она у меня вызывала аллергическую реакцию. И, в общем-то, вынужденная мера – это делать для себя смесь. Так вот, я делаю смесь сама в домашних условиях. А вот последние мои вот эти рецепты, которые придают вот этот вот оттенок и эффект колорирования, поскольку седые волосы и мои естественные почти черные волосы прокрашиваются неравномерно, поэтому у меня есть переход такой, да, светло-коричневый, темно-коричневый. Конечно, к исходному почти черному цвету я прийти не могу, но тем не менее. Итак, смотрите, что я делаю. На 1 столовую ложку хны для окрашивания, то есть с горкой я беру приблизительно десертную ложку басмы, порошка басмы, и десертную ложку порошка индиго. Кстати, индиго позволяет такой более темный оттенок. И традиционно к этой смеси, для того, чтобы придать махагоновый оттенок, я добавляю небольшое количество кофе. Смесь я сразу перемешиваю все эти травы. То есть у меня своя вот эта вот схема, и я от нее не отхожу. Мне невозможно там сначала хну, потом басму, у меня ничего не прокрашивается. Но седина прокрашивается у меня на 100%. Конечно, бывает не сразу, но второй-третий раз все интенсивнее и интенсивнее цвет. Итак, смотрите, хна, басма, индиго. Индиго вы можете заменить басмой, в таком случае 2 десертные ложки басмы, да, и небольшое количество кофе. Кофе можете не добавлять. Если вы хотите коньячный оттенок, я знаю, очень многие корицу кладут. Так вот, я перемешиваю всю смесь, заливаю крутым кипятком. Смесь у меня настаивается, то есть фактически она у меня заваривается, запаривается. За это время я иду и мою голову. То есть я накладываю смесь строго на мокрые волосы. Если у меня есть укладочные средства, да, ну гипотетически, хотя я ими не пользуюсь, то, соответственно, их важно смыть. Голова может быть грязная, может быть чистая, главное, чтобы волосы были мокрые. И пока еще смесь теплая, не кипяток, да, вот она постояла, остыла, но она еще теплая, я наношу на свои волосы. Естественно, я от корней распределяю по возможности, потом, что остается по длине. И вот это на мой объем, да. Сверху шапочка, соответственно, да, и сверху чалма. То есть нужно создать тепловой эффект. Когда-то мне советовали добавлять к вот этому объему порядка 1 столовой ложки либо коньяка, либо водки, для того, чтобы был тепловой эффект. Но я заметила, что добавление алкоголя у меня пересушивает голову, она мне слишком чешется. Поэтому я перестала использовать алкоголь вообще. Мне вполне достаточно нанести теплую смесь и сделать вот этот тепловой эффект. И следующий момент, я ношу смесь на голове не меньше, чем 2,5 часа. Чем дольше я ношу, тем темнее будет оттенок. Поэтому я стараюсь 3-4 часа. Итак, смотрите, важно, качественное сырье. Я смешиваю все вместе, заливаю крутым кипятком, завариваю, наношу теплую смесь на мокрые волосы и выдерживаю как можно дольше. А вот смываю я все очень просто. Первый раз я смываю просто проточной водой, для того, чтобы смыть весь этот порошок. И обязательно смываю второй раз. Но второй раз я наношу кондиционер для волос. Вот почему очень многие женщины жалуются, что они не могут прокрасить волосы хной, то есть зависит от качества, и как вы наносите, и сколько вы выдерживаете. И второй момент, что очень многие жалуются, что хна им высушивает голову, то есть вы смываете неправильно. Наносим бальзам,
Бальзам выдерживаем 4-5 минут и потом смываем. А голову я мою только через сутки или там на следующий день. То есть после того, как мы намазали хну, басму и, допустим, наш кофе, да, мы никоим образом с вами не должны мыть шампунем. И тем более недостаточно смыть просто водой, у вас будут действительно сухие волосы, и вам будет их тяжело расчесать. Используем бальзам. Так что все очень просто, на самом деле эффективно. И, как видите, у меня больше 70% седых волос.